Morning, everyone. Привет, меня зовут Ярослав, и я все еще, кто не знает, нахожусь на борту новейшего судна компании MSC Virtuoso. Я тут, в общем, на днях подумал, что когда я устраивался на эту работу, то какой-то информации о том, как течет жизнь здесь, я этого не знал, и все мое представление формировалось, исходя из пары фотографий, найденных в Фейсбуке, где счастливые ребята отдыхали, пили пиво и веселились. И, в принципе, я был настолько окрылен, настолько возбужден и в предвкушении был в ожидании просто какого-то рая, что я буду путешествовать и работать. В принципе, так и произошло по большей степени. Но если бы у меня была какая-то информация, которая более реально бы описывала ситуацию здесь, наверное, я бы избежал большинства неприятных ситуаций, которые меня здесь ожидали. Самое главное, у меня не было бы такого завышенного ожидания от этой работы. Ведь работа на круизном лайнере сильно отличается от работы, например, на любом другом судне гражданского флота. А это значит, что более жесткие правила, касающиеся безопасности, касающиеся гигиены, касающиеся дресс-кода. Я постараюсь на примере собственного рабочего дня сейчас показать, как протекает день любого находящегося здесь члена экипажа. Давайте посмотрим. Если будут какие-то вопросы, задавайте, пишите в комментариях. Начинаем работать утром. Полчаса я трачу на то, чтобы выйти из каюты. После завтрака, как и, наверное, 90% всех ребят, здесь я иду в крю-бар и пью кофе. Это особая церемония, поскольку мы работаем все-таки в итальянской компании, и кофе здесь это, наверное, больше, чем вода. Стоимость кофе на борту 50 центов. Перед тем, как начать работу, я по традиции выхожу немножечко прогуляться и подышать на открытую палубу. Вот конкретно в это место, где я сейчас нахожусь. И это немножко меня расслабляет перед тем, как погрузиться в мир отчетов, таблиц и бумаг. Вот. Раньше я это делал вместе со своим ассистентом. Лена, привет! Такие HR points, так называемые, расположены по всему кораблю. Сканировать карту необходимо обязательно до и после своих duty. Где-то промежутки между завтраком и обедом наступает мое самое нелюбимое время. Это время смены униформы и постельного белья. Я ненавижу это делать, но, к сожалению, делать это приходится периодически. И, по-моему, с 9 до 11 работает с утра laundry.
А на ланч я стараюсь приходить к открытию столовой, это 11 часов, потому что в более позднее время, особенно между 12 и часом, это пик время, когда приходит большинство членов экипажа покушать. Из-за карантинных ограничений еду мы не можем брать сами с линии, это делают специальные ребята, которые стоят за линией и накладывают нам пищу в тарелки. Это стало причиной больших очередей, особенно в обед и на ужин, поэтому я рекомендую приходить пораньше, если, конечно, позволяет расписание. После обеденной смены на судне наступает некое затишье, и сотрудники большинства департаментов уходят на самый длинный брейк. В это время в основном все стараются решить личные вопросы, убрать в каюте, постирать, сходить в спортзал и, естественно, поспать. К сожалению, это не самое лучшее время для стирки и для походов в джим, поскольку очень много людей стараются сделать это одновременно, и, к сожалению, не все успевают посетить в свои перерывы прачечную или спортзал. Кстати, некоторые главы департаментов предоставляют так называемые ланч-оффы. Это когда сотрудник пропускает дневную смену. К сожалению, сейчас мы не можем выходить на улицу, поэтому в основном все тратят его исключительно на сон, для того, чтобы отдохнуть. Кстати, согласно стандартной процедуре, каждый именинник в свой день рождения может также претендовать на ланч-офф. Раньше этот пакет включал также торт и 500 мегабайт бесплатного интернета, но сейчас эту норму отменили, и сотрудники получают только так называемый выходной. Кстати, стоит отметить, что в данный момент на этом судне полностью открыта и доступна для использования зона с бассейном для экипажа. Бассейн даже наполнен уже водой. Меню ужина, конечно же, отличается выбором блюд, но концепция построена точно таким же образом, как и меню обеда. То есть ожидать каких-то новшеств там не стоит. Единственное, что приходить на ужин я рекомендую через полчаса после открытия, это самое лучшее время. Фу, это было нелегко. Наконец-то закончился этот длинный, бесконечный день. Кстати, для полноты картины я стараюсь писать все в режиме реального времени. То есть сейчас действительно начало 11-го.
Я закончил работу, я уже сделал расписание, повесил для ребят. И после работы мы все идем проверять анонсменты на следующий день, возможно, какие-то мероприятия будут, тренинги. Сейчас у нас проходит вакцинация, тесты. Я имею в виду PCR-тесты для экипажа. Поэтому все это нужно смотреть вечером на следующий день, чтобы день свой спланировать правильно. К сожалению, из-за карантинных ограничений для экипажа нет абсолютно никаких развлечений. Можно купить алкоголь в крю-баре на вынос, не больше 2 дринков на человека в день. И выпить его где-то в кабине, потому что в крю-баре пить его нельзя. Кто-то играет в PlayStation, в Burger Mess. Вечером можно сходить в спортзал, потому что есть ограничения по количеству людей. Это 8 человек. Днем туда попасть очень тяжело. И в заключение я хочу поделиться некоторыми выводами, которые я сделал за годы работы на круизных судах. Я понял, что это далеко не рай, но и не тюрьма. Не стоит слишком близко принимать все неприятности, пропускать через себя. Это всего лишь работа, и нужно об этом помнить. И не стоит забывать о главных причинах, по которым мы здесь. Но главное, что я понял, это необходимость постоянного поддержания себя в хорошей физической форме и правильное распределение своих сил в течение дня и в течение всего контракта. Не стоит забывать, что это отель, и жизнь здесь не останавливается ни на минуту. Кроме того, я понял, что больше не хочу тратить свое свободное время исключительно на сонный отдых. Здесь можно очень быстро деградировать, поскольку все дни похожи друг на друга. Поэтому можно читать, можно заниматься самообразованием, можно найти себе какое-либо хобби. А у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые. До встречи. Пока.